ты здесь. И это не случайно. Он молчит, но внутри него буря. Он обдумывает то, что никогда раньше бы не позволил себе. Он готов на немыслимое ради тебя. И сейчас карты Таро раскроют все его мысли, чувства, планы и страхи, а главное, к чему или на что он уже почти решился. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы посмотрим расклад Таро, общий расклад Таро на любовь, на отношения, на загаданного мужчину, на загаданного партнера. И для того, чтобы у вас общий расклад сошелся с вами, настройтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, постарайтесь, чтобы в ближайшие полчаса вас никто не беспокоил. И первую карту, которую я хочу сейчас посмотреть, вот как он чувствует себя, ваш загаданный человек, прямо сейчас, его вот внутреннее состояние. Ну, смотрите, человек действительно уверен в себе и как минимум уверен в своей позиции. Ему ок. Ему ок. Или у него все хорошо. Уверен в себе, уверен в завтрашнем дне и, скорее всего, он пока что никуда не торопится. То есть он чувствует себя хозяином ситуации. При мыслях о тебе его тревожит перемены. То есть он не хочет пока что ничего менять, и неудивительно, ведь его позиция, она близка к Тельцу. А Телец — это достаточно инертный такой персонаж, где для того, чтобы его сдвинуть с места, да, то есть он за стабильность, он за те позиции, которые выгодны ему. Поэтому в мыслях о тебе, в принципе, не готовность к переменам, но с другой стороны, он и не хочет разрывать, не хочет терять тебя сейчас. То есть он не хочет уничтожать эти отношения, и, возможно, он опасается тебя потерять. Хорошо, 13-й аркан, как минимум, это не готовность к серьезным переменам, страх серьезных перемен, ну и страх потери. Окей, давай тогда узнаем. Если он такой стабильный, и если у него такие вот какие-то прям страхи есть, да, 13-й аркан все-таки, какие конфликты происходят внутри него? Действительно есть конфликт, и конфликт справедливости. То есть он считает, что то, что внутри него с вами происходит, да, то есть или его ощущения, или его переживания, или его эмоциональный фон, он несправедливый, то есть это незаслуженно. Возможно, вы незаслуженно ранили его сердце, может быть, каким-то колким словом подкололи как-то, или, может быть, осудили его. Как минимум, я вижу внутренний конфликт в осуждениях или звинуваченнях, да, то есть ви один одного винуватите, звинувачуєте. Ну, он считает, что это несправедливое обвинение его со стороны вас, и ну, где-то, может быть, он чувствует вашу какую-то воинственность, вашу вооруженность или сведомость в каком-то вопросе. То есть он чувствует, что вы что-то знаете, вы об этом, возможно, не договариваете ему, он это не очень понимает и поэтому волнуется. Как минимум, он волнуется, но, учитывая то, что он хозяин ситуации, он пытается удерживаться, ну, как бы в состоянии баланса и выдерживает пока что этот баланс, вот эти карты. То есть он не сваливается в какую-то пока что эмоциональную, ну, в эмоциональную яму, давайте так назовем. Хорошо, давайте тогда спросим, ну, если так, все вроде бы и неплохо с одной стороны, и вроде бы он как бы уравновешенный, может быть, где-то готов к какому-то адекватному диалогу, а это партнерская карта, хоть и колкая. Ну, давайте так.
Почему он до сих пор не проявился или пока что не проявился? Ну, здесь дьявол. Здесь есть дьявол. Дьявол — это его цели. То есть где-то, может быть, он этим непроявлением к вам, он манипулирует. И, может быть, он не хочет поддаваться. Не хочет поддаваться дьяволу. То есть он не хочет показывать свою неправоту. Хотя он может и считать себя правым. И может просто не хочет усугублять конфликт в настоящий момент. Здесь воздух, а здесь огонь — это ветер. С огнем, то есть раздувать огонь, да, раздувать конфликт. И, может быть, накалять какие-то страсти. То есть, давайте так скажем, он не хочет накалять ситуацию. Ну, окей. Тогда, хорошо, давайте тогда все равно его внутренний мир досмотрим до конца. В чем он не может признаться самому себе? Вот какой дьявол сидит внутри него, да? В чем он себе не признается? Почему? Потому что вот это непризнание себе, оно было бы для него несправедливо, это было бы проявление дьявола, да? Смотрите, здесь очень хорошая карта, и он не признается себе, что вы правы. Это раз. Здесь оба правы и оба неправы одновременно. И он не признается себе в своих возможностях. В том, что он может дать больше, нежели считает. Смотрите, у него изначально ситуация не самая плохая. И он мог бы больше давать. Но признаться в себе в этом, да, себе в этом, он пока не готов. Поэтому он не может себе признаться в том, что он может больше давать, нежели берет. Или быть более щедрым, или более грамотно распределять свой ресурс в тех направлениях отношений, которые бы были, можно было бы актуально развивать между вами. Да? Вот так. Ну окей, интересная такая ситуация здесь складывается у вас. У меня такое ощущение, вот я вижу вашу ситуацию как человека, да, вот ваш, особенно мужчина, да и женщина здесь тоже в оппозиции. Вот каждый из вас занял свою оппозицию, и женщина здесь считает несправедливым весы, да, несправедливым, что мужчина в этой ситуации мог бы дать больше, но в принципе он или не готов, или не хочет, или сам себе не готов сказать, или не признает какую-то свою силу или свой ресурс. То есть мужчина как минимум не готов распределять свой ресурс с большей эффективностью в интересах женщины. Например, классический пример, да, алименты, например, да, вот такое тоже может быть. Но это ваша ситуация, смотрите, применяйте ее к себе. Хорошо. Давайте из внутреннего его мира посмотрим его мыслями на вас и что он думает о тебе каждый раз, когда остается наедине с самим собой. Он испытывает чувства и думает, что эти чувства идут от тебя к нему, то есть рассчитывает на взаимность. Он рассчитывает на взаимные чувства, причем особенно когда он, вот смотри, когда он тебе что-то дает. Он хочет, чтобы ты как-то проявляла эмоционально, да, реагировала на его условную щедрость. Я не знаю, какая там щедрость у него, да, но он хочет каких-то эмоций от своей щедрости. Причем щедрость это, скорее всего, материальная, когда он тебе что-то дает. Что это может быть? Деньги, сила, да и в принципе может быть его власть, ресурсы, да, вот такое. Может какое-то имущество. Окей. Хорошо, давай тогда спросим. Есть здесь 13-й аркан. Вот какая мысль о тебе не дает ему покоя? 13-й аркан очень беспокойный.
Ему не дает покоя аркан, ситуация, когда ты пойдешь в еще большую оппозицию, что ты будешь на него еще сильнее давить, беспокоить и будешь еще более агрессивная, нежели есть сейчас. То есть любая твоя активная позиция, твоя агрессия или твой натиск на него не дает ему покоя, ему это не нужно. Что он считает особенным в тебе? Ну, смотри, особенно в тебе это умение меняться, адаптироваться и развиваться. Возможно, ты быстро принимаешь решения и постоянно находишь вариант, как подстроиться под ту или иную ситуацию. Может быть с ним, может быть по жизни, и он это замечает. Да? То есть ты человек, который умеет приспосабливаться, хочет приспосабливаться, может приспосабливаться. Или не хочет, но может, умеет. Ну и ты человек, который легко учишься, развиваешься и запоминаешь что-то. Да? И применяешь свой опыт на практике, и из этого опыта используешь его себе во благо или выгодно себе. Хорошо. Но как он объясняет себе твое поведение? Смотри, здесь огонь на огонь падает. Тут туз жезлов, а здесь стрелец и луна. Он видит в тебе поведение, что ты не до конца уравновешенная, что ты вспыльчивый человек. Почему так? Смотри, 15 и туз, 16 башня, дьявольская башня, и внутренняя энергия из тебя прет. То есть он объясняет твое поведение вспыльчивостью или особенностями характера, или может быть там, у нее там особые дни критические, да, или он какой-то там вспыльчивый, такой. Давай так. Почему ты так ведешь? Потому что ты, вспыльчивый человек или холерик по характеру, да. Хорошо. Тогда где он или в чем он тебя недооценивает, но при этом, возможно, сожалеет об этом? Смотри, вот когда ты с ним, у него появилась, в его поле, да, в его окружении, ты начала ему приносить успех, удачу, он, может быть, стал себя более спокойно чувствовать. И он сразу этого, может быть, не замечал, но когда тебя стало не хватать, он это начинает замечать. То есть с твоим присутствием ему пруха, ему комфортно. У него джин, да? Джин употребляет джин, условно говоря, да? То есть у него появляется такое расслабленное, комфортное состояние. То есть когда ты рядом, ты несешь, приносишь удачу. И смотри, здесь интересно. Здесь 6, а здесь 9. 15 это дьявол. То есть, по сути, и вот этот джин, он и есть проявление дьявола, да? Но в материальном мире ты приносишь ему успех. То есть, по сути, как талисман он тебя недооценил. Или недооценивает, но теперь сожалеет. Да, то есть, где-то твоего количества, которое переходит, несомненно, в качество, ему не хватает. Поэтому ты для него джин, условно говоря, талисман, или человек, приносящий удачу. И когда тебя нет рядом, возможно, он чувствует, что эта удача от него ускользает. Где-то это очень на тонком эзотерическом уровне, но как раз это, смотри, у него третий глаз тут, да и воля у него здесь активная. То есть это 3 и 6 чакры работают, естественно, по сути, каким-то образом ты действуешь на его чакру аджна и действуешь на его волю манипуру. По сути, таким образом помогаешь ему трансформировать его реальность в позитивном для него ключе. Ему это выгодно. Ему твое присутствие выгодно в конечном итоге.
как бы он не терял, но все равно ему это ок, как говорится. Хорошо, давай, в разум мы посмотрели, давай теперь немножечко чувства пройдемся. И вот давай тогда, смотри, вот какие чувства он испытывает, но скрывает. Страсть. Страсть, ну и она, естественно, замешана на сексуальном влечении, и у него тоже вот, если ты, да, вот вспыльчивый человек, да, он тебя там, черты характера, да, как вспыльчивого человека, но ты не можешь быть другой, если ты джин, условно говоря, да, если ты как дьявол проявляешься, да, как творец или катализатор материального мира. Соответственно, он испытывает к тебе очень сильное страстное влечение на том самом сексуальном уровне, который может быть проявлен в этой карте. Ну, это как раз вот сила страсти. Окей. Хорошо, а что он чувствует при воспоминании о тебе, да? Вот когда он вспоминает, именно когда тебя рядом нет, да? Смотри, ему тебя не хватает. У него реально то, что я говорил, не хватает. То есть ты для него валидол, условно, да, карвалол, карвалмент, ну и все вот эти вот сердечные, да, ты более утоляющая его сердце, его души. Он страдает без тебя. Когда ты с ним разъединена, возможно, не только ты чувствуешь какую-то боль в области 4 чакры, но он точно страдает. Он чувствует боль и страдания, когда вспоминает тебя, он когда тебя рядом нет. Да. Окей. Ну о чем-то он почему-то, у меня такое ощущение, что он о чем-то сожалеет. Хорошо, тогда давай спросим, в чем же тогда он уязвим перед тобой, да? Смотри, он уязвим твоей красотой. Он уязвим, ну, как бы перед тобой тем, что твоя внешность и твоя вот эта... Ты не холодный человек, но ты умеешь это скрывать. Ты достаточно пылкий, страстный человек, да? Вот. Но эту страсть ты можешь как-то вот сдерживать, морозить, да, замораживать, скрывать. Поэтому он уязвим перед тобой твоей красотой и твоей женственностью. Если гадаем на мужчину, ну, мужчина гадает, да, то она уязвима твоим интеллектом, разумом. Это разум всегда. Но, в принципе, как минимум, мужчина здесь видит перед собой чистую, красивую женщину, не глупую и умеющую держать лицо, да, или держать образ, вот такой вот, свое, ну, такую харизму, даже женскую харизму. Хорошо, а что его влечет на энергетическом уровне к тебе? Здесь очень сильная энергетика, это королева жезлов, и королева жезлов у нас, она всегда о умении женщины контролировать мужскую энергетику. Соответственно, по идее, вы должны быть хорошими или великолепными любовниками в сексуальном плане, да? Как он борется со своими эмоциями? Ему очень тяжело, особенно когда это жезл, особенно когда это сексуальная энергетика. Поэтому он едва справляється, но, як кажуть, якось там ще повзе, да? Ну, там, хребет скривил, да? Набрал ворох и понес, да, хвороста. То есть ему нелегко, и он эти эмоции в себе подавляет, скрывает, маскирует. Поэтому не все то золото, что блестит, и не все так выглядит идеально, как кажется на первый взгляд. Не все там так хорошо, как вы думаете, да? Ну, в тех моментах, где он хочет выдать, что вроде бы как все неплохо. Хорошо, вроде бы как мысли, чувства посмотрели. Давай теперь попробуем разобраться. В его страхах немножко покопаемся. И давай посмотрим, вот чего он боится, если сделает, ну, шаг навстречу тебе. Ну, смотри, он боится того, что перехватит, ну, как бы, что он передаст тебе инициативу. То есть, как бы, если он сделает первый шаг, то инициатива будет за тобой. Может быть, где-то ты
будешь этим управлять, паж жезлов, да, ну, считать его более слабым пажом. А может быть, он как бы покажет не только свою слабость, да, но и как бы свою вот наивность где-то, да, вот этот вот пажа, да, то есть он боится показать себя слабым, не мужественным, да, где-то какую-то вот сделать какую-то оплошность или повести себя как не солидный мужчина, да, вот таким вот образом. Но с другой стороны, это как будто бы у меня такое ощущение, что это передача инициативы от себя или потеря контроля ситуации, да, так он контролирует ситуацию, а так он контролировать ситуацию не будет. Ну, давай тогда спросим, от чего он боится, вот эти карты, да, если он этого не сделает. То есть, чего бы он хотел сделать больше, чем не хотел. Смотри, он хочет с тобой сближения, но очень аккуратного. То есть, он не хочет рисковать финансами, естественно, это скромные вложения. И он боится, что, ну, может быть, не заключит с тобой какой-то договор, достаточно скромный. То есть он боится, что не предложит тебе того, что мог бы предложить на самом деле. А какой у него вот есть прошлый опыт, который мешает ему вот открыться, да, звезда открытия. Ну, смотри, здесь, сейчас я немножко прикрою, здесь на самом деле у него опыт треугольников, очень сильное влияние компании, и где-то у него, давай так скажем, какой у него прошлый опыт мешает? Богатый прошлый опыт мешает ему открыться. Ну и также влияние третьего лица здесь возможно. То есть, либо есть третий человек, либо просто у него уже такой опыт, что он боится обжечься. Что удерживает его от действий? Тревоги, страхи и болезненный прошлый опыт. Также недоверие и подозрительность. Ну, здесь есть шпион. Шпион — это где-то он изучает и тебя, контролирует, пытается контролировать и пытается наладить ту коммуникацию, которая, ну, по его мнению, должна быть между людьми, которые доверяют друг другу. Но это недоверие. Давай посмотрим, вот в чем он сам себя ограничивает. Он сам себя обманывает и сам себе порой накручивает такие ситуации, которых реально между вами просто нету. Он их высасывает либо из пальца, либо делает такие фокусы, ну, которым сам удивляется и говорит: смотри, как я могу. Вы смотрите и понимаете, и говорите ему: слушай, ну ты сам себя уже доводишь до абсурда, ты сам уже эту ситуацию изворачиваешь так, что она абсурдно смешна или абсурдно страшна. Окей, давай немножечко тогда посмотрим, заглянем в его планы. Вот что он планирует по отношению к тебе? Вот просится, да, как с языка снимается. Что он планирует по отношению к тебе? Ну смотри, здесь вертеп, но здесь шестерка кубков. Карта неплохая, он продолжит этот спектакль. Ну, давай так назовем ваши отношения. И продолжит за тобой ухаживать. Так, чтобы это устраивало и тебя, и его. Окей. Вроде бы и неплохо, как бы. Давай тогда посмотрим. Вот четверка здесь, да, вот какие шаги он готовит в ближайшее время. Ой, здесь противоречивый шаг. Какой? Ну, не знаю, какой он будет. Это какой-то, может быть, какая-то глупость, которая приведет к конфликту. Может быть, он как бы предложит тебе что-то противоречивое, но это противоречивое ему противоречивым казаться не будет. То есть, по сути, он тебя будет втягивать в игру, которую ты не будешь понимать, да и он сам не очень будет понимать. Но при том, что он не понимает, его это будет устраивать, а при том, что ты не понимаешь, тебя это будет немножко напрягать. То есть он будет пытаться тебя где-то запутать. Почему-то такое ощущение идет. Хорошо, ну давай тогда спросим. Вот тройка кубков, да, здесь есть и четверка. А вот в чем он хочет все-таки сближения, но пока не понимает, не знает как. Ну, он хочет, ну как бы, знаешь, тут здесь рыцарь кубков, укрепить дружбу.
знаешь так, это все-таки больше доверие. Рыцарь кубков, морской конек. Он хочет больше вот чистых каких-то эмоций. И, возможно, по эмоциям он и ведет эти отношения или отслеживает эти отношения на основании своих эмоций, твоих эмоций, вот таким вот образом. То есть, в чем он хочет сблизиться, но не решается, это в эмоциональной близости. Для начала. Хорошо. Тогда давай смотри, вот здесь паш мечей, и это больше о коммуникации или, прояснении вербальном. Вот что он хочет или мечтает сказать, пока не решается. Он не решается сказать главное. Действительно боится. А почему главное, я говорю? Здесь отшельник. А отшельник — это мудрость. Поэтому он не готов пока и не решается тебе сказать о главном. Слышишь, да? Это иногда касается семьи, но это действительно мудрость, которая идет от мужчины. Это мужская мудрость. То есть он мечтает сказать, но не решается то, что может сказать мудрая мужчина женщине, да, или главное может сказать мужчина женщине. И может быть боится говорить о том, что касается вас друг друга на дистанции. Что он решил уже о вас двоих или за вас двоих? Что он решил за вас двоих, но пока молчит? Он решил, что он возьмет ситуацию в свои руки, он, скорее всего, скажет то, что нужно. Но ему, возможно, не хватает какой-то легкости, и почему-то у меня такой легкости, свободы движения и понимания. То есть ему нужно накопить вот эту информацию по пажу мечей. Окей. Прямо сейчас пришло время поставить на паузу, подписаться на канал, написать комментарий и поставить палец вверх. Хорошо, давай посмотрим на его немыслимое решение и к чему он готовится морально прямо сейчас. Морально он всегда готов. Это рыцарь жезлов, это энергия секса, опять-таки, как ни крути, это любовник. И он готовится озвучить свои цели в отношениях, то есть открыться на самом деле. Хорошо, а вот какое действие он считает на самом деле невозможным? Как будто бы это невозможно, табу, но все равно думает о нем. Парадокс, это башня. С одной стороны, он считает эти отношения идеальными, но с другой стороны, он хочет их разрушить. Действительно парадокс. И давай так скажем, вот какое действие он считает невозможным, он думает о нем, разрушить эти отношения. Где-то, знаешь, как бы инстинкт самоликвидации в нем заложен. Почему так? Не будем сейчас углубляться. Давай просто спросим, вот что может подтолкнуть его на решающий шаг? Какой-то решающий шаг, подумай сама или сам, что может его подтолкнуть на решающий шаг? Уверенность в себе и уверенность в том, что он справится на физическом или материальном уровне. Это деньги, это капитал, это его вот этот вот король пентаклей. То есть, по сути, когда он будет понимать, что он твердо сидит на, условно говоря, условном мешке с деньгами или в стабильной какой-то ситуации, тогда, в принципе, он сделает свой решающий шаг. Уверенность в завтрашнем дне как минимум. Или уверенность в перспективе. Но для этого ему нужна информация и доверие. Тогда с чем ему, с чем или с кем он будет бороться, чтобы решиться на это все, да? Королева Пентаклей — это прежде всего бедность, нищета, да, то есть он будет бороться с нищетой. Но также он будет бороться в любом случае с тем, что забирает у него деньги. Если это его бывшая жена, а тут как раз семья, то он будет бороться со своей женой бывшей. И он будет бороться с тем, чтобы у него хватало
как минимум денег, и он мог контролировать эти потоки. То есть он опять-таки должен быть уверенным в себе. Вот почему он не может больше жить так, как жил раньше. Но здесь смотри, здесь паж кубков, и он хочет жить, чтобы дышать полной грудью, да, или жить с дыханием полной грудью. То есть он не может держать в себе эмоцию. Потому что, почему, да? То есть почему он не может больше жить, как раньше? Он не может это больше вытеснять. Здесь ситуация просто соматическая. Когда ты постоянно вытесняешь или проглатываешь то, что неприятно. Вот и смотри, почему. Потому что так ему неприятно, неудобно. И рано или поздно это вылезет наружу. То есть подавленная эмоция всегда проявляется в соматически, да, на физическом уровне у человека в виде заболевания, либо каких-то действий, либо каких-то отклонений психоэмоциональных или психических в том числе. Ну а также она проявляется на уровне материи. Поэтому он больше не может держать эту эмоцию в себе, и она его уже, он перерастает ее, давай так скажем. Он взрослеет эту эмоцию, и он эту эмоцию должен извлечь из себя, показать ее, обсудить и принять. То есть больше это психологический момент, нежели какой-то другой. Поэтому психологически он уже не выдерживает. Ну а десятку жезлов мы здесь видели. Он пытается выдержать, но уже почти не справляется. Вот сколько ты не наполняй полный бокал, да, рано или поздно с него польется. Вот он уже в таком состоянии. Окей, хорошо. Ну и давай теперь немножечко посмотрим на развязку. Что он сделает на самом деле? Какие действия? Он встанет в глухую защиту и никого к себе не будет подпускать пока что. Как ты узнаешь, что этот момент настал? Появятся такие события, которые реально не вписываются в привычные события в ваших отношениях. Будет проходить Армагеддон или Армагеддец. Как изменится динамика между вами вот после этого? Но он станет более решительный. Смотри, здесь королева мечей и король мечей. Возможно, будет конфронтация, конфликт, скандал и, может быть, даже ссора, рассорка. Что ты почувствуешь в момент этого шага? В момент этого шага ты почувствуешь, что есть шансы и что все не так-то и плохо, как кажется. Во всяком случае, мужчина будет брать инициативу в свои руки, и ты увидишь его в другом свете и в другом материальном аспекте. К чему все это приведет? К чему все это приведет? Через месяц-три. Колесо фортуны. Судьба покажет. Судьба только может распорядиться, но карта неплохая, и вам может обоим повести, или вам обоим может посмехнутись вдача, да, удача. И это приведет к судьбоносным изменениям в твоей жизни. И какое послание тебе дает судьба через эту ситуацию, в которой ты оказалась или оказался в этих отношениях? Влюбленная. Любви все возрасты покорны, и ситуации все есть. Поэтому, как бы ни распоряжалась судьба, помни о том, что неисповедимы и пути Господни, неисповедимы, и дороги тебе открыты. И судьба тебе говорит, что тебе необходимо прожить эти сложности, эти трудности в этих отношениях. И если ты согласна или согласен, крути этого однорукого бандита, крути колесо своей судьбы, крути этот барабан удачи, и фортуна обязательно пощекочет тебя за животик. Все будет хорошо в этих отношениях. И 6-й аркан и 10-й дают башню. Башня говорит о приближающемся внезапно для вас потрясении, значимом событии, которое запустит череду перемен,
которая подтолкнет вас к укреплению ваших отношений, вашей любви, ваших чувств и формированию нових проявлений і нових реалій вашого будущого. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви, які порують на світ, самі знаєте звідки і куди. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось, па-па.